Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый лайф-влог. Я в Питере на даче. И сейчас решили поехать к фермеру за молоком. Вообще я сначала не хотела ехать, потом решила ехать, потом снова передумала. А это магазин около станции. «Ласточка» называется. Короче, не хотела я ехать, потом все-таки, ладно, решила поехать чисто так, для коллекции впечатлений. Просто меня в этом году как-то уже совсем не прикалывает ездить на велосипеде. Ну, как-то неинтересно уже. Ну и потом после таких поездок у меня обычно правое колено болит какое-то время. Но, с другой стороны, другая дорога, что-то необычное. Но я уже замерзла. Хотя у меня здесь есть и джинсы, и теплая кофта, вот я в ней. Но что-то надо будет свою куртку найти. У меня где-то здесь лежит ветровка на даче. Но я ее привезла и ни разу не носила. А вот сегодня как-то довольно свежо. Я уже готова, честно говоря, и развернуться, и поехать обратно. Накаталась. Но нет, конечно. Надо дальше ехать. Господи, вот в этом месте пожизненная лужа. Здесь вообще интересно. Бывает сухо, чтобы можно было по правой стороне объехать. Просто кошмар. Ну, а так, конечно, красиво. Хотя, когда ходишь пешком, это лучше. Больше видишь. Не люблю по трассе ехать. Как-то мне всегда стрёмно. Тут еще, когда особо желания нет, кажется, что и велосипед как-то не так. Хотя, мне кажется, я просто в него вцепилась. Хотя сам по себе велосипед очень хороший. Такой ретро. Мне нравится. Но это женский велосипед. Я взяла с собой держатель для смартфона, который специально так на шею вешается. Прикольно так. Но первый раз я его не совсем оценила, а вообще вещь хорошая. Не знаю, думаю, оставить его здесь на даче или взять в Москву. Ну, наверное, оставлю на даче, потому что, в принципе, необходимость в нем только здесь. В городе, ну, даже если я один раз прокачусь на самокате, и то я сомневаюсь, что я захочу, потому что у нас там, ну, когда пользуешься этими самокатами, там и штрафы предусмотрены, а ты привязываешь карту банковскую, короче, нет, это вряд ли я. Приехали к фермеру, о, какой собакен здесь прикольный. Вонище просто нестерпимое, вообще невозможно здесь находиться, даже на улице. Вот я не знаю, как другие спокойно стоят. Ужас, так воняет. Прям вообще жесть. Еще один собакен. Да. Уже едем обратно. Купили молока, сыра и, кажется, творога. Я зашла буквально туда на несколько секунд, чтобы мне друг сказал там про сыр, посмотреть, в общем. Я только вот из вежливости, чтобы людей не обидеть, нос не заткнула. У меня было прям желание заткнуть нос, это невыносимо. Там еще было хуже, чем на улице. И ведь люди живут рядом, вот не доведи, Господи. Может, уже привыкли, конечно, но вообще очень воняет. Мне кажется, что в том году так не воняло, как в этом. Но в том году было просто такой вполне естественный запах, но нормально. А в этот раз прям совсем плохо. Ну и, кстати,
В том году я захотела яиц, вот купили их, сварили. И я могу сказать, что ну вот меня еще тогда удивила цена. Они не сильно отличаются от магазинных по цене. Ну и, собственно, по вкусу они тоже не отличаются от магазинных. Самые обычные. И желток у них не супер желтый, и вкус у них самый-самый обычный. Ну, то есть никакой. Творог, он с какой-то кислинкой. Но молоко я не пробовала, потому что я молоко в принципе не пью. На первый взгляд сметана там, или что там, густое, или сливки, что они там берут. Достаточно такие густые. Ну вот я помню у нас на даче, это, в общем, Тульская область, город Суворов, там рынок. Так вот, там мы брали у бабулек, просто каждые выходные ездили. У нас такое было 5-литровое ведро, мы старались его полностью забить яйцами. Яйца стоили намного дороже в магазинах, но мы знали, за что платим. Там желтый желток, и они очень вкусные. Мы специально на завтрак их покупали. Вот. Так что да, но творог был тоже повкуснее, кстати. Ну, правда, я что здесь, что там не ем творог практически. То есть я могу один раз съесть, как разовая акция. Вот. Так что да, еще и качество здесь средненькое. Вот. Нет, ну может я такая балованная? Да нет, ну просто по факту. Яйца я люблю, поэтому не впечатлили они меня. Да и внешне все это как-то не очень. Так что вот так не доведи, Господи, чтобы рядом там с жильем такое соседство. Ну, не, ну людям нравится, хотя просто, может, я не знаю, для многих самовнушение, что раз, типа, вот из-под коровы оно лучше. Хотя, на самом деле, по здоровью вот это натуральное из-под коровы бьет довольно-таки сильно. Просто не всем это объяснишь. Иногда безопаснее магазинное, даже химозное. Вот. Короче, едем домой. Посмотрим, что это за сыр. Такой. Едем на кладбище и потом погулять. Погода хорошая. Тепло, но не жарко. Ну, еще вам решила поснимать немного. Для разнообразия. И на память. Красота. Люблю быть пассажиром в машине. Можно хоть по сторонам посмотреть. Когда я помню, была за рулем, ну, вообще... Вцепишься в руль и смотришь перед собой и в зеркало. Никакой свободы. А в качестве пассажира вполне. Хотя меня сейчас снова стало укачивать. Был такой короткий период, когда не укачивало. Ну, наверное, пробки в ушах в очередной раз. Потому что в тот раз именно это была причина. Ну, не все так плохо. Не через 5 же минут. Борщевик. Его тут много. Гуляем, дышим воздуха. Изучаем травы. Вот еще красота. Да, борщевика здесь очень много. Я один раз на него у себя на даче нарвалась. Интересное тоже место. Тут вообще все пересохло. Да. Но выглядит прикольно.
Такая очень красиво. Вот пешком мне прям очень нравится гулять. А вот здесь рыба, надо ее будет сейчас спасать. Господи, бедолаги, надо же, а. Угодили куда. Тут вот что-то интересненькое такое. Рыбу спасли, а это снова борщевик. Рыба в благодарность нас в грязи извозила. Слушайте, жесть какая-то. Просто я помню, как мне на кожу борщевик попал, у меня сошел ноготь, и на лице была болячка. Ужас, долго причем. Ромашки. Красота. Это раньше часто у себя на даче гуляли, каждый день. Так, и иду в магазин. Хочу что-нибудь вкусненького купить. Не знаю пока чего, может быть, кильку, может, что-нибудь сладенького. В общем, выберу. Я просто вчера еще думала сходить в магазин, но не решила, что я хочу. Вот. Ну, собственно, я и сейчас не сильно знаю. Пытаюсь пожарить сырники. Творог только на это годен. Озеро. Красота. Но я не купаюсь сейчас. Другой день, завтрак, сырники, сгущенка, кофе. Так, я еще не снимала пруд в этом сезоне. Тут прямо ягода растет рядом. Красота. Вообще, можно сказать, кусок леса. Уток покормила. Так, а мы идем снова на озеро. Немножко другой дорогой, которая так рядом. В этот раз я тоже не купаюсь. Ну, так просто ножки помочить. Вот я когда пруд снимала, там уток кормила, это то, что на участке. Вообще красота. Чьи там, по-моему, следы, что ли? Тут мы везде ходим. По каким-то дебрям в этот раз. Ну вот, это дальний такой пляж. Тут, как правило, вообще никого не бывает. Но он маленький. Идем к следующей локации. Пробираемся. Ну, тут я когда-то была. И у меня даже было видео на канале, но оно как бы и есть. Там мы на лодке плавали. Но это было давно. 16-й, может быть, 17-й год. Ну, когда-то в то время. Не позже. Ну вот. Красота такая. Типа болота. Тишина. Тут вот красивое местечко. Ходим. Лопаю ягоду. Тут тоже что-то, походу, пересохло. Но круто выглядит. Чья-то нора, что ли? Первая сыроежка.
Здесь очень красиво, вот мне это нравится. Продолжаем гулять. Уже дома. Что-то я как-то здесь ничего не снимала, не ходила, ну, по крайней мере, мало. А у меня поездка задержалась, на целых 2 дня увеличилась по причине не самого лучшего самочувствия. Вот. Сейчас пью кофе. Погода вообще отличная. Но уже скоро поеду домой. Но, честно говоря, я не планировала задерживаться. И, честно, очень хочу домой. Здесь, конечно, хорошо, но я уже хочу домой. Но у меня то одно не позволяло, то другое не позволяло, но уже скоро. Я на вокзале иду печатать билет. Наконец-то сегодня уже уезжаю. Я все-таки люблю бумажные билеты. Электронным я не доверяю, при всем при том, что я человек полностью, так сказать, живущий в интернете. Но вот я покупаю билеты, и уже вот сейчас я стала перед поездкой, там за 1,5 часа где-то приезжаю и, за 2 и печатаю билет. Вот. Раньше этого не делаю, чтобы было проще обменивать, уж если что. Так, и, в общем-то, непосредственно печатаю билет. Это нужно войти на вокзал, почти до самого конца пройти и налево. Вот. Тут написано, что типа, печатать только билеты. Билет готов. Так, решила немножко погулять, чуть-чуть, самую малость, вот поснимать вам хотя бы город. Я езжу и редко снимаю. Я в Щелкунчике, вот делаю себе кофе. Просто в чайной ложке, в столовой номер 1 очередь огромная. Взяла себе макароны, булочку, салат, как раз-таки кофе. Я уже в «Ласточке» сижу. У меня место очень удобное, рядом с кулером. Здесь еще 2 розетки. Единственное, нет столика, но мне столик вообще не нужен. Вот. Здесь очень просторно, комфортно. То есть до кулера просто вот в прямом смысле слова рукой подать. И здесь двойные места, а не как на той стороне тройные. Мне очень нравится. Так, все. Еду домой. Теперь уже точно. Я, кстати, уже давно не беру места у окна, потому что я частенько люблю выйти и как-то стараюсь брать не у окна. Но вот здесь, в данном случае, я беру у окна, хотя я вот 2 раза билеты сдавала, и у меня 2 раза было другое место, там, по-моему, 60-е. Оно не такое классное, вот, а в этот раз, смотрю, было вот это свободно, что хорошо, и я сразу окошко взяла. Тут вообще простор. Интересные довольно-таки места, поэтому и поснимать можно. Просто в ночной поезд, это только если еще зимой поснимать, а летом так вообще ничего видно не будет. Тут вот хоть смысл есть. Немножко поснимать. Интересная архитектура тут. Вот. Так-то я всегда здесь стараюсь брать место, но не всегда бывает свободно. Та розетка, которая у кулера, она работает, а под сиденьями почему-то не работает. В тот раз я ехала, все в порядке было.
Я, честно говоря, подумала, что меня в очередной раз провод подвел, который как раз-таки мне друг подарил, когда я в тот раз ехала, и у меня очередной провод накрылся. Я думаю, что за напасть-то такая. Но нет, с проводом все хорошо. Ну, у меня еще и powerbank хорошенько заряжен, это вообще не проблема. Так что вот. Считайте, путешествуете вместе со мной. Ну и так, «Ласточка» довольно-таки комфортный поезд, и сиденья здесь удобные. Вообще все хорошо. А вот эта идея, что мне к кулеру только протянуть руку и не надо вставать, это просто супер. Единственное, что мне не нравится, то, что здесь меряют температуру, потому что это абсолютно глупо, когда поезд уже тронулся, и там, ну, как бы, это очень глупо. Вот. Я просто не вижу в этом никакого смысла. Да и, честно говоря, я вижу, как они меряют, они даже не смотрят. То есть, по факту, это для галочки, только непонятно. А как бы в обычных поездах этого вообще не делают, и смысла нет. Ну и, конечно, говорят, что надо ехать в маске обязательно. Ну, все едут без маски, и никому замечаний не делают. Ну вот, очередная станция. Тут много остановок. Я в тапочках, у меня тут кружка. Продолжаю периодически снимать. Когда не забываю, ну или когда что-нибудь есть интересненькое. Ну, хотя здесь особо. Это скорее я люблю снимать, когда там только поезд трогается с какой-то станции. Ну вот. Очередная остановка. Мне это тоже, кстати, очень нравится. Ну, какую красоту проезжаем. Только солнце очень отсвечивает. А так очень красиво. Мне здесь иногда приходится очки от солнца использовать. Уже приехала в Москву. Ну и минут через 50 буду дома. Сейчас сразу в метро. Уже другой день, завтракаю, салаты, вареники и пельмени, что нашлось готового в холодильнике. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам всего самого наилучшего, настроения, здоровья. Огромное спасибо вам за просмотр. До скорой встречи. Всем пока-пока.